приехали. Это уже кадровая съемка идет тут на всю катушку. Мы находимся в Энгуре. Сегодня тут отмечают День рыбака. Звейнику Светка. Да. В честь этого праздника уже в прошлом году здесь был такой слет водителей грузовиков. И в этом году то же самое, только побольших размеров. Даже знаю, что будут какие-то даже тюнингованные грузовики, ну как минимум Эдгар. Ну сейчас посмотрим, что здесь вообще будет. Почему мы не на грузовике? А мы не на грузовике, ну потому что поленились, если по-честному, напрягаться. Проще было его в рейс отправить, чем. Ну вообще думали, может быть, на разрисованном грузовике сюда приедем, но он сейчас едет с Италии в Латвию. Поэтому мы приехали сюда на частном бизнес-джете, на самолете. Будет шашлык, башлык и грузовики, музыка, танцы, шманцы, обжиманцы. Как-то так. В Латвии погода еще такая, то дождь, то снег, и все это летом, то немного солнца. Жара плюс 35, да? То жара, да. Даже Денис есть. Можете залезть даже сюда. Смотри, какой матерый. Ну, how are you, брачка? Very much. Давай. Давай, сын, Ты хочешь? там еще ни разу не был, блин. Насколько я помню. Не, почему не был? Насколько я помню, А в Таллине не был разве? ты в Таллине, по-моему, мимо все время пробегал. Да нет, я заползал к тебе. Как ты живешь? Ну залезь, посмотри. Больше роликов нету. Да есть ролик. Выговор тебе от подписчика, который тебе всегда ставит лайки. Да, спасибо. Тебе стало стыдно? Очень. Хоть чуть-чуть. Вообще покраснел от стыда. Дай ты, сучка, ты. Ладно, прогуляемся еще. Давай, давай, Пашка. Окей, окей. Слушай, ну что, грузовиков много для Латвии вообще. А ты, наверное, первый раз только. Ну да. Ты вообще, по-моему, второй раз что-то происходит такое. Может, было когда-то что-то похожее, но... О, кстати, прикол. Прикинь, какая штука. Я на этой тачке учился на С-категорию. Здорово. Чао, как ты? Вот Артур там тоже, семья моя. Вы как, торгуете? Как видишь, мы уже потихонечку убираемся, уже видишь, там дождь приходит и все. Ну, да, активность реально большая. Да. С утра много людей прям, да, всегда? Аппарат как прошел, нормально? Хорошо, да? Прошли через реально крутые вещи, да. Да. Мы пропустили специально. Ну, знаешь, у байкеров есть свои эти собрания. Ну да. Ну, здесь тоже самое. Ну да. Ну, кстати, есть прикольные грузовики. Да, Не, ну там какие-то есть нормальные тоже. нюансы, да, но... Слушай, ну Там сами эти, да, и... место позволяет тут в 2 раза больше сделать в следующем году. Приветствую. Субскрайбер. Ага, Смотри. привет. Здорово. 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 Приветствую. Ну а что, продаешь сейчас? Да, я продавец. Я продавец. Ну что, как все проходит? Суета. Суета? У тебя лично? У меня лично суета. Ну ты же не организатор или организатор? Ну, я не организатор, но я им помогаю. Скажем так. Нагрузка нифиговая, да? Я сделал, скажем так, в каком-то плане я сделал так, чтобы это можно было бы назвать шоу. Сколько грузовиков Я сейчас? так понимаю, 85. 85. Ну а по отзывам как? Нормально. Погода Ну, погода это Латвия, тут уже особо ничего не сделаешь.
Как ваше ничего? Как у молодого, вы как? Тоже потихоньку, помаленьку. А вы что, не выступаете? Работаем сегодня? Машины катаются. А ты тоже на чем-то, да? Не, Так я как? просто посмотреть. Привет. Я стесняюсь. Молодцы, что сделали такое шоу. Первый в Латвии. И гордимся. Что Да, красавчики, вообще. растем. У нас даже менты остановили вчера на Юрмалской. Да? Ужас, да. Респектовали? Ну, мы там три полосы закрыли, хотели как голландцы, там все нормальненько снимать. Ну, ребята не поняли, латвийцы. У нас нормально, позвонили полиции, приехали 3 экипажа. Приехал Мартин из Словакии, швед приехал, эстонцы, они по-латышски не понимают. Все обращение идет по-латышски, они в шоке, что такое. Мы приехали в гости на выставку, нас останавливает полиция, что такое, почему останавливает. Ну да, ну учимся, делаем. Познакомились практически с земляком моим. Тоже оттуда? Ну, я с Даугавпилса. Ну почти, Как да. Считай, все время через твой город едем. Якобс у нас такой транзитный город, там все Да. мы катаются. Да. Место хорошее. Машинки понравились твои? 3 твоих машины? 4. 4. Миньоны тоже мои. А, миньоны тоже, Да. да? Но миньоны — это пришла последняя идея перед выставкой. Дети выделили желтую. Мы вначале хотели то пчелку, то это. Миньоны, короче, решили. Дети у меня решили, давай А миньоны. сколько детей у тебя? 2. Дочке 5 и сыну, по-моему, Сын, по-моему, 11 лет. Вот. 11. Мне вот эта идея очень понравилась. Ну, это нам со Славиком. Вы его Димке пришла обтянули идея в голову наклейки, да? обклеить пленкой. Вначале хотели какие-то нестираемые маркеры купить, Да. но решили проще пленкой обклеить, чтобы дети рисовали, чтобы какое-то занятие им было. Вот на эту машину идея пришла тоже спонтанно, на город Екатус представить. Вот рысь нарисован, это символ города Екатуса. По городу рыси бегают. Ну, у нас такой считается, вот герб города, вот сам весь город, вот сделали очень красиво. Но это уже обклейка все, да? Это обклейка, да. А эту машину ты купил? Эту машину я купил, да, она была обклеена, и, конечно, много хотелось переделать, и сзади орла переделать, ну, что-то под Сканию переделать, да, и очень много нюансов, но, к сожалению, очень много работы было, ничего не успели. Ты ее только сейчас купил, да, получается? 3 месяца. А, 3 месяца. 3 месяца. В марте я ее пригнал с Польши. Очень долго я за ней гонялся, договаривался, и в конце концов я ее купил. Очень много это трудов стоило, сил и нервов. И когда купил, и много переделали польскую символику, Эдгар помог, и в дверях переделывали, и спальник, и козырьки вперед переделывали, все, Эдгар помогал. Да. Фары от Эдгара, много чего. Советами очень помог. Ну, что-то сам делал, что-то он делал, да? Что-то он делал, сам делал, ну, говорю, сил, честно говоря, ушло. Я уже перед выставкой, наверное, неделю не спал, это точно. По пару часов спать, лишь бы все подготовиться, чтобы все нормально получилось. Особенно наш латвийский доблестный техосмотр. Это больше всего нервов выигрывает. Мы, кстати, не с первого раза, да, на рынке. Да, 3 дня в гараже сидел, чтобы все подготовить к техосмотру, и 3 дня назад все это собрать. А к чему придирались? Полком там, да? Ну, дуги все снимать, получается, лампочки, вот это, спереди, вот кенгурятник спереди пришлось снимать, много чего. Больше боялся, когда я пригонял, что с аэрографией не дадут зарегистрировать. По итогу дали. Да. Я думал, насчет этого приехал в ЦСДД, спросил, можно ли такое пригонять, дали добро, думаю, ну все. Значит, надо ехать за машиной. Очень долго сомневался и гонялся. Какого она года? 16. V-образник, 520, но чипованная до где-то, мне кажется, 650 коней. На светофоре стоишь, Чувствуешь, да, эти? на светофоре стоишь, на сухом асфальте, чуть-чуть газу даешь, она шлифует на ровном месте. Поворот где-то входишь, газу даешь, она просто пробуксовку сразу врубает и все. И у него выхлоп сделанный снизу по звуку, слышишь? Можем подойти, газу дать, посмотреть. Ну, в принципе, как у Эдгара сделано. Илюша, иди. Нормально. По-взрослому. Да. Машин, говорю, много еще одна машина, к сожалению, не смогла приехать, которую планировали. Ну, кому-то работать надо, а не отдыхать. А все, что ли, такие забацанные? Ну, у меня еще одна такая сине-голубая, 580 есть, Скания, V-образник, тоже Евро 6, 14 год, такая, ну, престижная. Хотели, конечно, ее, но времени нету. И вот такие вот пироги пирогосные. Что, ладно, спасибо. Все, Пойдем спасибо. дальше гулять. Давайте.
Ну что, чудеса монтажа, и мы с Энгору переносимся в Ригу. Пригнал машину в сервис, и сюда к нам приехал Инц. Вот он там находится как раз-таки для того, чтобы замерить резину. Это как контрольный замер. Мы когда мы в ноябре меняли, Да. 2 года уже, да? По факту, да. И обещали Даже еще тогда просто посмотреть, насколько износ происходит у резины, которую мы ставили, и чтобы рассчитать, во сколько обходится километр или 1000 километров. Наверное, Ну, проще 1000 потому считать. что там по километру, если будешь брать, когда будет за запятой, там 0,00 и что-то. А если брать 1000, тогда уже, ну, видимо, уже цифра конкретная, сколько обходится перевозчику шины. И так Да. можно сделать и на всем полном составе и Да. получить уже конкретную цифру. Помимо резины еще там от водителя, наверное, тоже зависит, как он едет, все такое. Конечно. Самое главное. Шины выглядят довольно хорошо, даже удивительно хорошо. Да? Тут есть что-нибудь и... Но мы ротацию тоже делали на колесах. Да. Единственное, что это такой волнистый пошло. Но это все равно, но это особенно не влияет, потому что, ну, вся покрышка довольно ровная и без особых там порезов, искривлений. Сейчас померим глубину. Лучше всего мерить 1/3 протектора. Это получится между, ну, на этой шине получится между серединой и между крайней дорожки. Еще остаток 8,07 миллиметров. Тут даже больше, 10,30. Ну да, это и есть из-за ротации. И получается так, что у нас те покрышки, которые были перед этим во внутренней стороне, те теперь на снаружной и оборачены. Из-за этого в одной стороне немножко побольше, на другой поменьше. Но это выровняется. Тут 9,08, 9,20, 8,70, 8,7. Да. Ну вот, это все мы можем сразу же занести в таблицу, где уже предыдущие замерки были. Да. И программа сразу подсчитает. Ну, еще Конкретный Excel. мы можем сказать про вот эту рекомендацию, про вот И, эту меточку. Да, и я вижу, что приближается к отметке Treadwear Indicator, который обозначает износ протектора, и можно делать и нарезку. Ну, то есть главное И- просто, чтобы этот треугольник не зашла. Да. Как бы, да? И потом уже сделать опять нарезку, что даст дополнительные километры и не позволит покрышке делать вот такие волны. Слушай, а нарезка она дорогая? Если не ошибаюсь, около 30 евро. Колесо, да? Да, но это и дает дополнительно еще 30 тысяч. Так что если есть смысл в этом. Ну да. Время подводить итоги, да? Да. Так, Давай так, ну, сюда ставлю. замер я уже в программу поставил. Отсвечивает. Километраж тоже. Получается, в прошлый раз мы мерили 15 мая 2023 года, А поставили, извини, 14 14 ноября. 22 года. На А, данный пробег еще, да? момент на этих покрышках проехал уже 254 733 километра. И средний остаток резины это 8,8 миллиметров. Как пункт уже, когда надо снимать резину, я поставил 2 миллиметра. Получается, что до этого конечный пробег может быть 408 500 километров. Это грубо 150 тысяч примерно, да? Да. Год. Что из этой таблицы мы еще можем понять, это то, что тебе каждые 1000 километров обходится 78 центов за все 4 покрышки. Годовая цена покрышки будет 124 Или 4 евро. покрышек. Это получается за покрышку. Угу. Эта программа и показывает то, что если есть какая-то проблема с покрышками или даже что-то с развалом, с хождением, неправильно что-то, то сразу эта программа показывает, вот одна покрышка износилась больше, чем другие. Да. Следите за покрышками, и уже отличается, либо она уйдет сильно вниз, либо она начинает показывать, эта черная точечка, она Да. уходит куда-то, что-то не в порядке. Ну и прогноз такой получается, да, что 400 можно будет проехать, да? Мгм. Ну хотя бы в теории.
Если теория. Когда ближе к концу покрышки приходят, они начинают побольше изнашиваться. Мгм. Но плюс-минус, ну смотри, ты еще и нарезку можешь на них сделать. Если хорошо проедешь и все будет хорошо, ты и можешь еще варку сделать из них. Ну, варка, Но не для тебя, ну, но да, продать тоже можно. ну да, Так да. что это опять какие-то деньги приходят обратно. Все-таки каркас стоит каких-то денег. Стоит. Ну, мы продавали, кстати, да. Ну, просто мы катаемся на юга. Ну, На юга, там, знаешь, наварочка имеет свойство бах делать. пропасть. Да, есть. Даже у нас приезжают и спрашивают, есть ли возможность купить какие-то каркасы. А, Потому что Да. на данный момент в Европе это уже становится маленьким дефицитом. да. Хороших покрышек мало кто может позволить. Каркас и Apollo ценится довольно хорошо. Хорошо, да? Так что, ну что, ну вот такие вот ребзи, пироги. Рекомендация какая-нибудь есть? у тебя? Ну, Да, конечно, соблюдать я знаю, давление да. и покрышек. Еще раз, так потому в что- камеру четко каждому. Потому что, ну, видно, даже когда приезжает кто-нибудь на рекламацию, это сразу видно, что вот там не было давления, что-то в покрышках было не то. Даже если люди часто говорят, это производственный дефект, то этот производственный дефект бывает 0,0006%. Остальное это мы сами, которые любят не проверять покрышек. Так что, ребята, следим за давлением в теле и в колесах грузовиков, которыми вы управляете. Ну, реально, это важно, конечно. Так что так вот, все. Давай, на связи.